Друзья, с вами Контур Travel, и добро пожаловать в захватывающий мир Лансароте, одного из самых живописных Канарских островов. Этот фильм открывает двери в увлекательное путешествие по острову, где солнце всегда сияет, природа раскрывает свое великолепие, а культурное наследие поражает своим разнообразием. С момента, как вы ступите на Лансароте, вас окружит вулканическая красота, таинственные пейзажи и невероятные пляжи, словно из другого измерения. Лансароте просто переполнен удивительными моментами, и этот фильм призван поделиться ими с вами. После приземления в аэропорту имени Сезара Манрике мы решили взять автомобиль в аренду, чтобы начать наше захватывающее путешествие по этому удивительному острову. На выбор у нас было несколько фирм по прокату, и мы остановились на Плюскар. Их пункт проката находится прямо в аэропорту. Нам предоставили Renault Captur Hybrid с пробегом около 1000 километров. Аренда на 7 дней составила 205 евро. Дают машину, и в течение 10 минут надо выехать, так? После тщательного осмотра и подписания необходимых документов мы направились в курортный городок Пуэрто-дель-Кармен, где заранее забронировали жилье. О самом городе и наших апартаментах мы расскажем чуть позже. А пока давайте разберемся, чем же все-таки отличается этот остров от других Канарских островов. Географически Лансароте расположен к северо-западу от африканского континента в Атлантическом океане и принадлежит к Испании. Площадь Лансароте составляет примерно 845 квадратных километров. Этот остров выделяется своим вулканическим ландшафтом. Более 300 вулканов украшают остров, придавая ему уникальный, нереальный облик. Эти вулканические пейзажи просто завораживают и заставляют ощущать себя на другой планете. Еще одной важной чертой Лансароте является его разнообразие. От вулканических пляжей с черным песком до пляжей с золотистым песком. Остров предлагает разнообразие отдыха на любой вкус. Культурное наследие Лансароте также играет свою роль в его уникальности. Влияние великого архитектора Сезара Манрике оставило свой след в архитектуре и стиле острова. Все, начиная от музеев до обычных зданий, несет в себе этот особенный культурный отпечаток. И, конечно, первым местом нашего исследования будет фонд-музей Сезара Манрике. Фонд Сезара Манрике расположен в деревне Таичи. При входе мы приобрели комплексные билеты для посещения фонда и дома-музея Сезара Манрике, тем самым немного сэкономили. Фонд находится в бывшем доме самого архитектора. Внутри фонда есть выставочные помещения, где можно ознакомиться с произведениями искусства Сезара Манрике, включая картины, скульптуры, видеозаписи, фотографии и личные вещи художника. Сезар Манрике родился и вырос на Лансароте, начал свое художественное обучение на Тенерифе и продолжил его в Мадриде. Затем он перебрался в Нью-Йорк, где познакомился с ведущими художниками. Вернувшись на родину, Сезар Манрике решил построить дом на застывшей лаве. Это решение изменило жизнь острова, а сам Сезар Манрике стал главным его архитектором. Он поднимал важные вопросы о том, как искусство может гармонировать с природой. Манрике ввел запрет на строительство высоких зданий на Лансароте, тем самым, как говорят, спас остров и придал ему уникальность. Практически ко всем достопримечательностям Лансароте Сезар приложил свою руку. Здание фонда спроектировано и построено на 5 вулканических пузырях и имеет несколько уровней. Оно является замечательным образцом симбиоза естественной красоты, искусства и культуры. Пышная растительность, удивительные формы стен с фрагментами затвердевшей лавы, винтовые лесенки,
Каменные туннели, оригинальная мебель придают этому дому особый колорит. Естественный свет проходит через отверстие в потолке, создавая ощущение легкости и простора. Панорамное окно с видом на вулкан и застывшее лавовое поле, внутренний дворик с барбекю, бассейн с голубой водой. Все очень просто, лаконично и в то же время удивительно притягательно. Сезар Манрике ушел из жизни 25 сентября 1992 года, но оставил свой след и влияние на искусство и культуру Лансароте. Дом-музей представляет уникальную возможность окунуться в творческий мир художника, увидеть его произведения и почувствовать атмосферу, в которой он творил и жил. И следующий пункт нашего маршрута – Алагамар, также одно из его уникальных и фантастических творений. Человек-праздник. Алагамар. Алагамар считается одним из символов Лансароте. Припарковав машину и купив входные билеты, мы снова окунулись в сюрреалистическую красоту этого острова. История Алагамара начинается с того, что местный предприниматель Сота в 70-х годах 20 века приобрел участок земли с намерением построить частный дом. Он обратился к Сезару Манрике с просьбой о сотрудничестве в проекте. Манрике взял на себя задачу соединить творчество и красоту любимого острова. Строительство Алагамара велось несколько лет. Участок расположен в вулканическом карьере, окруженном скалами, что придает проекту сложности и уникальности. Во время строительства Алагамара на острове снимали фильм «Таинственный остров» по роману Жюля Верна. Омар Шариф, участвовавший в съемках, обнаружил стройку Алагамара и был очарован уникальной красотой этого места. Шариф выразил желание приобрести эту недвижимость, что способствовало его популярности и привлекло внимание к архитектурному шедевру. Однако, следует отметить, что Омар Шариф столкнулся с финансовыми проблемами, включая долги, связанные с покупкой Алагамар. В результате ему пришлось продать недвижимость, и за годы она несколько раз переходила из рук в руки. Смотри, какие ворота. С течением времени Алагамар вышел за рамки частной собственности. Теперь Алагамар – это не просто дом, это арт-комплекс, в котором каждый элемент имеет свою уникальность. Белые лестницы, видовые площадки, переходы между уровнями, пещеры с диванами и подушками, кованые светильники, бассейн с лазурной водой в центральной части комплекса. Манрике воплотил свою фантазию в каждой детали. В верхней части расположен небольшой музей Омара Шарифа с информацией о его жизни. Чтобы полностью ощутить красоту и необычность этого места, потребуется несколько часов. Манрике в строительстве Алагамара использовал существующие вулканические формации. Результатом стал потрясающий пример того, как архитектура может усиливать ландшафт, а не доминировать над ним. Конечно, в скале сделан такой дом, это надо додуматься. Знаешь, у меня такое ощущение, что мы по каким-то декорациям идем сказочным. Спускаемся к главному бассейну. Пропустили. Такая вот дорожка. Ой, ну вообще, слушай. Одна ошибочка и станет, что это самое.
Станешь, Вечером подсветка красиво. наверное. Лабиринты здесь серьезные. Да. Здесь есть бар, можно посидеть, выпить пиво, чай, кофе. Отдохнутенькие, хотя тут особо и не успеваешь перегреваться, потому что здесь много таких мест, куда можно спрятаться. Да, каждый уголок Лагомара оставляет непередаваемое впечатление своей красотой и духом. И каждый, кто побывал здесь, ощущает вдохновение творчеством и волшебством, воплощенными в этом архитектурном чуде. Мы продолжаем наше знакомство с островом и творчеством Сезара Манрике. Следующая остановка нашего маршрута – пещера Хамеус-дель-Агуа. У входа мы спускаемся по винтовой лестнице из вулканического камня и попадаем в небольшой грот. Хамеус-дель-Агуа – первый центр искусств и туризма, созданный Сезаром Манрике внутри вулканического туннеля. Это место возникло в результате извержения вулкана и является частью обширной системы вулканических туннелей. Внутри грота находится гигантская сквозная пещера с озером с соленой водой. В нем обитают уникальные слепые крабы-альбиносы. Отсутствие пигментации у маленьких рачков обусловлено темнотой пещеры. Этот факт делает их уникальными и единственными в мире. Глубина озера около 7 метров. Эту удивительную коллекцию можно увидеть только здесь, на Лансароте. Выходя из пещеры, мы попадаем в зону со слепительно-белым бассейном, лазурной водой и пальмами. Идеальным местом для отдыха и создания потрясающих фотографий. В конце грота находится уникальный концертный зал, известный своей отличной акустикой. Здесь регулярно проводятся концерты и музыкальные фестивали. Этот концертный зал поистине впечатляет. Для выгодного посещения Хамеус-дель-Агуа рекомендуется приобрести комплексный билет. Этот билет включает в себя посещение 6 центров: Национальный парк Тиманфая, пещеру Куэва-де-лас-Вердес, Мирадор-дель-Рио, сад кактусов, Хамеус-дель-Агуа и Кастилья-де-Сан-Хосе. Покупка комплексного билета позволяет нам сэкономить 12,5 евро по сравнению с общей суммой входных билетов. Сам комплексный билет стоит 35 евро. Недалеко от Хамеус-дель-Агуа расположена смотровая площадка Мирадор-дель-Рио и часть туннельного комплекса пещера Куэва-де-лас-Вердес, куда мы и направились. Куэва-де-лас-Вердес или Зеленые пещеры – природная достопримечательность Лансароте, которую посетить желают многие. У нас был куплен билет, но все же пришлось отстоять в очереди минут 30, чтобы поставить в нем отметку о посещении. Говорят, если приехать после 3 часов, то очередей нет. Какой тут размах. Посетить пещеру можно только с экскурсоводом. Группа формируется каждые 30 минут. Экскурсии проводят на английском и испанском языках. Пещеры образовались в результате вулканической активности и являются частью подводного вулканического туннеля Атлантида, созданного около 4000 лет назад. По мере того, как лава спускалась к морю, верхние слои охлаждались и образовали крышу, под которой жидкая магма продолжала скользить. Внутри туннеля образовались пустоты, которые взрывались при надувании газами. And when the eruption started, this canyon started to fulfill with lava. Those drops of lava are called staphylite. Cuando empezó la erupción, este barranco empezó a llenarse de lava.
Una vez lleno, la superficie de la lava interactuó con el aire, se enfrió, enduró y formó la capa superior del túnel. Сейчас Cueva de las Verdes – один из самых длинных вулканических туннелей в мире, протяженностью более 6 километров. Часть, открытая для посещения, составляет около 2 километров. Глубина пещеры изменяется и частично погружена в море. Внутри пещеры всегда постоянная температура – около 18 градусов. Название пещеры происходит от фамилии Вердес, а не от цвета пещеры. Согласно легенде, одна семья использовала пещеры как место, где держала свой скот. Внутри пещеры также есть концертный зал, где время от времени проводятся мероприятия и концерты. И это первый в мире такого рода зал. Once in a while, 5 minutes of silence and no photos. Okay? Just to be able to make this small experiment. В пещере также есть свой секрет, о котором гиды рассказывают с особым удовольствием. English-speaking people, I can't see them. Okay. Now, I told you not to make Como acabo de decir, son 20 centímetros, se va a calmar dentro de nada y por supuesto pueden hacer fotos sin problema. Pero algo muy importante, este es el gran secreto de la cueva. Узнав один из главных секретов пещеры Cueva de las Verdes, мы направляемся на самую потрясающую смотровую площадку Лансароте – Мирадор дель Рио. Смотровая площадка, захватывающая дух, расположена в северной части Лансароте, на вершине горного массива. Вход на смотровую площадку осуществляется через коридор, который ведет в центральную ее часть. Внутри находится стильное кафе с панорамными окнами, или, как говорят, глазами Мирадора. Отсюда, сидя за столиком и укрывшись от ветра и солнца, можно любоваться потрясающим видом на Атлантический океан и соседние острова, образующие архипелаг Чиниха. Мирадор дель Рио спроектирован Цезаром Манрике в нескольких уровнях. Из центральной части предусмотрен выход на балкон, который возвышается над пропастью. Мирадор дель Рио находится на высоте 500 метров над уровнем моря. Лансароте отделяет от соседних островов небольшая полоса моря. Местные жители называют ее рекой. Этот факт и дал название смотровой площадке. Среди островов архипелага выделяется остров Ла-Грасиоза. Ла-Грасиоза считается 8-м Канарским островом и одним из последних в Европе, который не был заасфальтирован. Посетить Ла-Грасиозу можно на пароме, который отправляется из порта Орзала. Если подняться по лестнице на верхний этаж, то можно выйти на открытую террасу, с которой открывается лучший вид на остров Ла-Грасиоза и архипелаг Чиниха. Вход на смотровую площадку стоит 5 евро, но есть и бесплатный вариант. Если отъехать от Мирадора около 300 метров по дороге, то перед нами откроется не менее потрясающий вид на всю эту красоту. И следующей точкой нашего маршрута, конечно же, является национальный парк Тиманфая, расположенный на юге острова. Заезд в парк осуществляется через пункт пропуска, где проверяют входные билеты и регулируют количество посетителей. Чтобы избежать долгой очереди при въезде, рекомендуем приехать немного раньше открытия парка.
После этого необходимо проехать по дороге до места парковки автомобилей. Здесь формируются экскурсионные группы, так как перемещение по территории парка самостоятельно запрещено. Мы оставили свой автомобиль на парковке и сели в автобус. Lanzarote, de 807 kilómetros cuadrados de superficie, es de origen volcánico. Esta isla se alzó sobre el océano hace unos 25 millones de años como resultado de la acumulación de los materiales procedentes de repetidas erupciones. Тур длится приблизительно 40 минут и проводится на испанском, немецком и английском языках. История парка связана с серией извержения вулканов, произошедших почти 300 лет назад. 1 сентября 1730 года земля в районе Тиманфая раскололась, и за одну ночь поднялась массивная огненная гора, которая выбрасывала лаву в течение 6 лет и впоследствии затопила треть острова. Позже вокруг этого вулкана образовалось около 30 кратеров, которые придали современный вид национальному парку Тиманфая. Поверхность Тиманфая часто сравнивают с лунным или марсианским ландшафтом. Здесь снимали фрагменты фильмов, таких как «Миллион лет до нашей эры» и «Звездные войны». НАСА использует природный парк вулканов как тренировочный полигон для подготовки астронавтов и испытаний марсоходов. Экскурсионный маршрут протяженностью около 14 километров проходит вдоль основного очага вулканических извержений. Предусмотрены остановки, но выходить из автобуса запрещено. Виды, конечно, потрясающие. Несмотря на безжизненный ландшафт, даже не верится, что когда-то Лансароте был зеленым островом. После экскурсии можно посетить ресторан «Эль Диабло», также спроектированный Сезаром Манрике. Уникальность этого ресторана заключается в использовании настоящего вулканического тепла для приготовления блюд. Гигантский гриль ресторана расположен над естественным отверстием в земной коре, что позволяет ему использовать тепло, исходящее от вулканической активности под ним. За 15 евро можно узнать вкус цыпленка, приготовленного над жерлом вулкана. Помимо кулинарных изысков, из ресторана открывается панорамный вид на вулканическую местность и гору Монтаньес-дель-Фуэго. В парке Тиманфая рядом с рестораном «Эль Диабло» сотрудники парка предоставляют посетителям горячие камушки, демонстрируя захватывающее природное явление. Они бросают солому в земляной провал, где она мгновенно вспыхивает от жара, и затем льют в ведро воды, превращающееся в столб пара. Эти удивительные проявления подтверждают, что в глубине Земли продолжаются вулканические процессы. Красивые пейзажи. Вот тоже место. Горячо, да? Я скажу, здесь жарче, чем там. Жарче? Да вообще. Ощущение, что здесь очень трудно. Там когда делается это пшик. Здесь вот горячий воздух выходит, он не дает здесь. Да, там когда фонтан происходит все, сразу брызги сюда летят. Пойдем? Кроме того, посетить парк можно также и на верблюдах. Недалеко от ресторана находится площадка, где формируют экскурсионные группы желающих прокатиться на верблюдах по парку. А мы двигаемся дальше к следующему пункту нашего маршрута и по дороге заглянем на 5 минут в Салинас де Янубио или Солончаки Джанубио.
Исторически это место использовалось для производства морской соли. Этот процесс включает в себя сбор морской воды в лагунах. Затем под воздействием солнца и ветра вода испаряется, оставляя после себя соль. Если есть желание узнать все детали о добыче соли, можно приобрести экскурсию. А если увидеть сбор соли, то рекомендуют приезжать в весенние и летние месяцы, поскольку в остальное время года соляные равнины находятся на ремонте. И мы движемся в соседний городок Эль-Гольфа. В этой небольшой деревушке находится зеленое озеро Чарка-де-лас-Кликас или Чарка-Верде. Озеро привлекает своим неповторимым внешним видом и контрастом с черным песком и скалами вокруг. Оставляем автомобиль на парковке и по тропе идем к местной достопримечательности. Чарка-де-лас-Кликас – это маленькое соленое озеро зеленого цвета, окруженное черным вулканическим песком и камнями. Зеленый цвет озера обусловлен присутствием микроскопических водорослей и микроорганизмов. Стоит отметить, что зеленый оттенок Чарка-де-лас-Кликас может изменяться в зависимости от условий освещения и времени суток. Рядом с Чарка-де-лас-Кликас есть еще одно интересное место – Лос-Эрвидерос, или как еще называют бурлящие котлы. Это красивое вулканическое образование появилось во время извержения Тиманфая, когда горячая лава сталкивалась с холодной водой Атлантического океана и застывала в причудливых формах. Рекомендуют посещать во время прилива и сильного ветра. Большие волны силой ударяются о скалы и создают эффект бурления воды. Если прогуляться по обозначенным тропам, можно увидеть разные туннели и пещеры. Цвета лавовых образований разнообразны. Вход на территорию Лос-Эрвидерос бесплатный. Лансароте славится не только вулканическими пейзажами, но и прекрасными пляжами. Между Лос-Эрвидерос и Чарка-де-лас-Кликас находится пляж с черным песком Монтанья-Бермеха. Пляж не подходит для купания из-за волн и опасных течений, но здесь можно насладиться потрясающими видами и прочувствовать уникальность и могущество природы Лансароте. Вдоль береговой линии острова разбросаны пляжи на любой вкус. Есть и с черным вулканическим песком, есть и с мелким золотистым песком, есть и каменистые с белым песком. Самые посещаемые пляжи находятся на востоке и юге Лансароте. В районе Плая-Бланка лучшими пляжами считаются Плая-Фламинго, Плая-Бланка, а городской пляж, как Плая-Дорадо, считается истинной жемчужиной этого места. В Пуэрто-дель-Кармен популярны Плая-Гранда и Плая-Чика. На пляже Плая-Чика работает школа дайвинга. В этой части богатый подводный мир, и можно заняться снорклингом и дайвингом. Все пляжи обустроены. Заход в воду плавный и нет сильных волн. Вдоль набережной большое количество ресторанов и всевозможных кафешек. Если вы ищете более уединенное место, то на севере, рядом с Орсолой, расположен пляж Калетон-Бланка. Этот пляж в бухте, где вулканические камни и белый песок образуют небольшие лагуны. Вода в них прозрачная и хорошо прогревается на солнце, потому что глубина этих бассейнов небольшая. Наилучшее время для пляжного отдыха и купания в море на Лансароте с мая по октябрь. Это летний сезон, когда температура воздуха высока и вода в океане теплая. Июль и август могут быть самыми жаркими месяцами, поэтому если вы предпочитаете более комфортные температуры, май, июнь и сентябрь могут быть оптимальным временем. Гордостью Лансароте считаются девственные пляжи южной части острова в природном парке Лос-Ахачес. Территория парка охраняется, и за въезд взимается плата 3 евро за машину. Но если вы приезжаете около 5 часов вечера, оплату за объезд в парк не берут.
Ну вот оплата 3 евро. А мы приезжали вечером, он просто так пропускал, без всякой оплаты. Дорожка веселая на пляж Папагая. Парк включает несколько бухт, которые следуют одна за другой. На всех 5 пляжах мягкий песок и чистая вода. Самый дальний пляж – пляж Мухерес или пляж женщин. Он идеален для тихого купания и наслаждения красивыми видами. Пляж Конгрио или пляж Угорь получил свое название от видов рыб, которые можно увидеть в его водах. На этом пляже практикуют нудизм. На пляже Поца, в переводе «колодец», можно расслабиться и насладиться теплой водой. Пляж Чера или пляж Воск. Название говорит о том, что на этом пляже можно найти гладкий, почти восковой песок. И, наконец, пляж Папагая – один из самых известных и красивых пляжей. Форма бухты в виде ракушки. Небольшие горы защищают его от ветра, поэтому условия для купания идеальны. Все пляжи в бухте Папагая уникальны, но на всех пляжах отсутствует инфраструктура, поэтому брать нужно с собой все необходимое для комфортного отдыха – вода, полотенце, зонтик, перекус и так далее. Дорога в парк тоже оставляет желать лучшего. 5 километров по грунтовой дороге после съезда с основной. Ехать нужно осторожно, потому что страховка на машину в таких местах недействительна. Несмотря на минусы, эти пляжи идеальны для тех, кто хочет насладиться солнцем и морем, потому что климат Лансароте гарантирует более 300 солнечных дней в году. Мягкий песок и ярко-голубое море создают идеальные условия для релаксации и купания под солнцем. На Лансароте есть еще один пляж, который нельзя пропустить. На северо-западном побережье острова раскинулся пляж, который не оставит равнодушными тех, кто его посетит. Еще на подъезде к этому месту проникаешься атмосферой величия и волнующего восторга. Это знаменитый пляж Фамара. Он расположен у подножия горы и славится своими высокими волнами. Это идеальное место для занятий морскими видами спорта. Фамара имеет протяженность более 3 километров, и дно не имеет камней, что для новичков огромный плюс. Купаться не рекомендую, волны и сильные течения, но окунуться можно. Большая протяженность пляжа позволяет уединиться. Вдоль берега строят каменные укрытия от ветра, где многие загорают голышом. Пляж Фамара соседствует с небольшой деревушкой, где обширный выбор серф-школ. Школы предоставляют необходимое оборудование. Пляж Фамара известен своей уникальной двойственностью, которая проявляется во время прилива и отлива. Во время отлива песок образует большие неглубокие лужи, которые, освещаясь солнцем, создают естественное зеркало. И когда на закате в нем отражаются скалы, то этот уголок острова превращается в настоящий рай для любителей уникальных природных явлений. И если вы думаете, что Лансароте больше не сможет удивить, то ошибаетесь. В районе прибрежного города Плая-Хонда, недалеко от аэропорта Сезара Манрике, есть тоже отличные пляжи, на которых можно не только отдохнуть, но и понаблюдать за прилетом самолетов. Самолеты заходят на посадку с периодичностью в 10-15 минут. Отдыхающие собираются около ограждений в ожидании отличных кадров. Все пляжи Лансароте муниципальны и бесплатные. Вдоль береговой линии Плая-Хонда идет набережная, которая соединяет столицу острова Аресифи с курортным городком Пуэрто-дель-Кармен. Набережная – отличное место для прогулок и пробежек. В основном это место, где отдыхают местные жители.
А мы пока никуда не улетаем и продолжаем исследовать этот удивительный остров, погружаясь в его природу, искусство и культуру. И пришло время заглянуть в винный регион Лансароте. Да-да, вы не ослышались. На Лансароте, где нет растительности, растет виноград. А район Ла-Херия представляет собой синергию человеческих инноваций с вулканической местностью острова. Бесконечные ряды виноградников, которые раскинулись на черной вулканической почве. Каждая лоза расположена в небольшой полукруглой яме. Ямы, известные как зокос, вырыты в земле и окружены защитными стенами в форме полумесяца. Стены сделаны из вулканических камней. Этот метод ведения сельского хозяйства позволяет улавливать и сохранять утреннюю росу, необходимую для процветания виноградных лоз в засушливом климате Лансароте. Популярные виноделия Лансароте – это Бодега Ла-Херия, Бодега Рубикон и Бодега Иль Грифо. Бодега Ла-Херия расположена в самом сердце винодельческого региона Ла-Херия и известна своей приверженностью традиционным методам виноделия. Вулканическое происхождение почвы придает винам уникальный характер. Виноградная лоза, выращенная в суровых условиях, где сильные ветра и высокие температуры, позволяет вырастить виноград, из которого получаются высококачественные вина. Звездой региона является белый сорт винограда Мальвазия. Он особенно хорошо подходит для этой среды. Расскажи, что там дезодорант даже есть, да? 5 евро. Мальвазийский. Ну, написано, да, Мальвазия, вулкан. Вкусный запах. Напротив Бодега Ла-Херия находится Бодега Рубикон. Сюда мы тоже заглянули. Malvasia with Listan Blanco. The next one, semi-sweet Malvasia and Moscatel. And another grape is Listan Negro, and we have one rosé, one red wine, and 2 Moscatel. This one, Amalia, this is dry. Do you prefer dry? Да, да. It's seco. It's dry, but it's light. No, it's too much dry. It's dry, but it's good. Малия. Amalia, yes. And dry fruity. Сразу я сейчас выпью, потом... это другое совсем. Это сухое ты пробовал? Вот это? Ну, вот это вот, мне кажется, вот это вот интереснее, мне кажется. Ла-Херия – это не просто винодельческий регион. Это свидетельство человеческой устойчивости и изобретательности перед лицом сложных природных условий. В окрестностях Ла-Херия вы найдете несколько виноделин, где сможете попробовать местное вино, наслаждаясь своеобразным пейзажем вулканических виноградников. Старейшая винодельня на Канарских островах – Эль Грифо. Она входит в десятку старейших в Испании. Это единственная известная винодельня, которая на протяжении почти 250 лет без перерыва занималась производством. Экскурсию по винодельне, куда включена дегустация, можно совершить как с гидом в составе группы, так и самостоятельно с аудиогидом. На территории винодельни также есть небольшой кактусовый сад.
А мы добрались еще до одного творения Сезара Манрике – сад кактусов. Некогда заброшенный карьер Манрике превратил в произведение искусства. Здесь собраны кактусы различных форм и размеров. Сочетание кактусов, уникального вулканического ландшафта Лансароте и художественного творчества Манрике делает сад кактусов популярной достопримечательностью как для местных жителей, так и для туристов. Кактусы-гиганты есть, вот какие. Вот вообще какой-то, не знаю, километровый кактус. Это кактус-куст. Слушай, таких вообще никогда в жизни не видел. А какой кактус дерева? Ну как такое может быть? Мельница, конечно, красиво вписывается, белая на фоне голубого неба. Сезар Манрике был талантище. Рудики какие-то красивые. Человек, человек умел наслаждаться. Посажены кактусы, как виноград, в лунке. А вот рыбки. А сад небольшой. Да? И это все? Размерчик, конечно, впечатляет. Как пасть такая. Это кактус мальчик, а кактус девочка. Цветет кактус, смотря за. Сразу Такой прям как травка, кажется, такая мягенькая. Земля это вообще покоряет, это черная. Ну, за счет контраста, да, смотрится, конечно. Контраст подчеркивает все. Это замечательно сейчас. По ручкам жгет. Вот цветочки черные. Настоящие. Теперь заглянем в сердце городка Ари. Здесь находится дом-музей Сезара Манрике. В окружении вулканических пейзажей Лансароте расположен бывший дом художественного гения Сезара Манрике, который в последние годы своей жизни сделал его для себя уединенным уголком. Сегодня, после его ухода, этот дом превратился в музей, предоставляя возможность проникнуть в жизнь и творческий мир человека, чей вклад сформировал культурный облик Лансароте. Экстерьер и интерьер дома подкупают своим простым, но элегантным дизайном. Белоснежные стены, украшенные зеленью, камин, книжные полки – все создает атмосферу уюта. Пальмовый сад и бассейн дополняют картину, сочетаясь с внешним окружением. «Человек должен постепенно слиться с природой, чтобы найти правду жизни», – писал Манрике. В каждой детали дома чувствуется стремление художника к гармонии с окружающим миром. Lanzarote es una magnífica escuela porque la austeridad es una gran pedagoga. El mundo de la naturaleza ofrece la posibilidad de alianzas, de fertilidades cruzadas y mutuas. Y Lanzarote es un lugar donde con muy poco. За пределами сада находится мастерская художника, где сохранилась рабочая атмосфера. В этом месте Манрике продолжал творить свои последние произведения, переплетая свое искусство с природой и временем, стремясь к вечной гармонии. Лансароте – это остров вулканов, и мы решили не упускать возможность заглянуть в самое жерло вулкана. Согласитесь, это уникальная возможность. Рядом с парком Тиманфай находится вулкан Куэрва, образовавшийся во время извержения Тиманфая. Добраться до вулкана несложно,
Нужно доехать до стоянки одноименного вулкана Куэрва, оставить на стоянке автомобиль и по обозначенной тропе дойти до кратера. Уникальность этого места в том, что часть кратера обвалилась и образовался доступ в самое сердце вулкана. На маршруте есть информационное табло. Дойдя до подножия вулкана Колорадо на развилке, можно выбрать маршрут. Если идти против часовой стрелки, то этот путь более короткий. И если по часовой, то путь длиннее в 2 раза. Я говорю, мой фасончик. Мои любимые цвета. Черный, коричневый, серый, зеленый. Сочетание цвета в интерьере, не в одежде. Ну так себе интерьер, я вам скажу. Очень-очень серьезный. Одна гора, это чего стоит? Вот, наконец-то мы дошли до разлома. Практически обошли всю гору. По времени маршрут занимает около часа. Высота вулкана составляет 388 метров. Тропа в кратер проходит с небольшим уклоном между 2 осыпавшихся стен кратера вулкана. Круто. Какая фактура. Застывшая лава. Как дерево. Оказавшись внутри, можно увидеть остатки лавового озера. По всей местности разбросаны остатки горных пород. Сегодня воскресенье, и мы отправились в городок Тегисе, который знаменит своим воскресным рынком. В это время движение в Тегисе приостанавливается, предоставляя возможность спокойно прогуливаться по узким улицам этого старинного города. Вот, стоят, зазывают на парковочку, потому что вход в сам город в воскресенье закрыт. Вплоть до конца XIX века Тегисе был столицей Лансароте. Сегодня это тихий и уютный поселок с белоснежными домами, украшенными зелеными и коричневыми деревянными окошками. Основной жемчужиной деревни является воскресный рынок, который привлекает внимание множества туристов. Это место, где местные жители собираются, чтобы обменяться новостями, а туристы могут почувствовать аутентичную атмосферу местной жизни. Здесь можно приобрести уникальные изделия ручной работы, сувениры, одежду, украшения, а также свежие продукты и домашние изделия. Знаешь, если они нормально сделаны, они могут очень хорошо держаться. Значит, они сделаны.
Рынок работает каждое воскресенье с 9 до 2, создавая атмосферу неповторимого культурного события. Столько много оригинальных вещей. Классно. Всякие шарфики, маечки. Наталья наша мерит что-то. Ты сюда. Нет, все, я все, это хочу. El queso frito se hace con queso fresco empanado y este, por ejemplo, cuando vos a un restaurante y pides queso, te ponen queso a la plancha, suele ser el ahumado. Se le da vuelta a la plancha. Все, выходим, да? Слушай, так классно, движуха такая. Какие мелочи, которые трогают окошко. Наш новый день начался, и мы направились в столицу острова Лансароте – Аресифи. Припарковались возле тематического городского парка и начали свою прогулку по набережной. Аресифи – небольшой город, но самый большой на острове, возникший из рыбацкой деревни. В настоящее время Аресифи является административным и торговым центром, и его развитие тесно связано с наличием порта. Парк может показаться скромным, но здесь есть скамейки, велосипедные дорожки, скульптуры и даже зона для выгула собак. Парк соединен с пешеходным променадом, начинающимся в Аресифи и направленным в сторону Пуэрто-дель-Кармен. Столица не является типичным туристическим местом, но в ее центре рядом с парком находится прекрасный городской пляж Эль-Редукто. К сожалению, его красота меняется в зависимости от приливов и отливов. И мы, приехав во время отлива, не смогли насладиться всей его великолепной атмосферой. Парковка в центре оказалась сложной задачей, и мы решили проехать по главной улице столицы. Застройка здесь представлена в основном невысокими зданиями, за исключением одного сооружения на побережье – пятизвездочного Гранд-отеля. Достопримечательностями города являются две крепости – замок Сан-Габриэль, где расположен музей истории Аресифи, и крепость Сан-Хосе, в которой располагается музей современного искусства, куда мы и направились.
Сан-Хосе стала известна как крепость голода. Голод был вызван рядом факторов, включая периоды засухи и более раннее извержение вулкана Тиманфай. В 70-х годах XX века крепость была отремонтирована, а ее интерьер был изменен художником Сезаром Манрике. Сегодня в Сан-Хосе размещены произведения современных художников. В этом же здании расположен ресторан с панорамными окнами и красивым видом на океан и морской порт. И заключительный аккорд – вкусный баракита, кофейный напиток с ликером и сгущенным молоком, который стал символом неповторимости этого курортного рая. Пуэрто-дель-Кармен – это, безусловно, один из лучших курортных городков на Лансароте. Именно сюда в своем большинстве приезжают туристы, чтобы насладиться солнцем и океаном. Белые домики, просторная набережная и, конечно, пляжи с золотистым песком. Как и все городки на Канарах, Пуэрто-дель-Кармен был маленькой рыбацкой деревней. В течение многих лет он развивался и сейчас предлагает разнообразные возможности для отдыха, включая водные виды спорта, рестораны, магазины и ночные клубы. Широкая центральная набережная тянется вдоль всего побережья. Плая Гранде. Этот пляж является основным и самым крупным пляжем. Мелкий золотистый песок, чистая прозрачная вода. Все пляжи бесплатны и хорошо оборудованы. Плая Чика. Этот пляж находится в небольшой бухте и является популярным местом для занятий подводного плавания и снорклингом. Вода здесь обычно спокойная, что делает его отличным местом для наблюдения за подводным миром. Пуэрто-дель-Кармен есть свой морской причал, где паркуются яхты и организуются морские экскурсии. Пуэрто-дель-Кармен славится своим разнообразием ресторанов. От традиционных канарских блюд до изысканных мировых кухонь. Здесь каждый гурман найдет что-то по своему вкусу. Также в городке есть небольшой торговый центр «Биосфера». Магазины небольшие, но прикупить кое-что можно. Кроме известных брендов, в центре расположен кинотеатр под открытым небом. Когда наступает вечер, Пуэрто-дель-Кармен оживает ночной жизнью. Бары, клубы и кафе приглашают насладиться музыкой, танцами и атмосферой веселья до поздней ночи. Ну что, сейчас прогуляемся к пляжу, покажем дорогу. В принципе, мы находимся, так скажем,
скажем, мы находимся не на первой линии, не рядом с морем, но и не на второй, да, может быть, на пятой, но все равно это близко. Это получается 400 метров от моря у нас, так? 500. Но я скажу, как исходя из того, что мы здесь прожили неделю, это все-таки, наверное, вариант лучше, потому что если возле моря снимать апартаменты, машину все равно придется парковать на 3-й, 4-й, 5-й линии, потому что возле моря очень сложно с парковкой. Но видите, вот здесь свободно. Машина припаркована, а море вон. Чуть-чуть дальше. То есть, получается, нам пройти тут буквально минут 5-7. И вот мы вышли на набережную Пуэрто-дель-Кармен. А теперь покажем наши апартаменты. Арендовали мы через Booking. За 7 дней 300 евро. Апартаменты с внутренним двориком. Рассчитаны на несколько семей. Балкона нет, но есть небольшая терраса. Заходим. Общая комната с кухней. Есть духовка, капсульная машина с упаковками капсул, электрочайник, маленький холодильник, плита, тостер и посуда на 2 человек. Дальше ванная комната, полотенце, стиральная машина. Проходим дальше. Просторная светлая спальня. Без шика, все просто. Ну, для нас это лучший вариант цена-качество. Парковка рядом с домом, всегда без проблем. Ну что, ключи сдали, положили на место, где взяли, а теперь в аэропорт. Улица наша Тенечейде, 21. Спасибо этому дому, едем к другому. Машину мы вчера помыли. Мойки у них организованы на заправках. И цена, конечно, на мойку очень шикарная. За 1 евро мы помыли машину. Приехали в аэропорт, сдаем машину. Машина сдается тоже оригинальным способом. Человечка нет, который нам ее давал, оформлял. Но просто сейчас документы и ключи под сидушку. Закрывается машина и все. Да. Машинка классная, нам очень понравилась. Новая, пробег 1000 километров. Но мы наездили 500 километров на ней. Наш отпуск на Лансароте подходит к концу. И хочется подытожить. Путешествие на Лансароте оправдано в любое время года. Лансароте – это остров, где можно найти идеальное сочетание природных чудес, культурного богатства и отдыха на пляже. Будь то романтическая прогулка в саду камней Сезара Манрике, активные водные развлечения или спокойное погружение в атмосферу уютных кафе. Лансароте отвечает на запрос каждого путешественника своей уникальной красотой и возможностями. Это место, где природа и искусство переплетаются, создавая неповторимую симфонию вдохновения. А мы летим в направлении Вены, где задержимся на пару дней. Друзья, если вам интересно путешествовать с нами, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И до скорой встречи на просторах Ютуба.